Всем привет! В этом видео я с вами хочу поделиться историей, которая каким-то образом изменила мою жизнь. Речь пойдет о том, как я стал моделью. Сразу хочу предупредить и подчеркнуть то, что я моделью себя не считаю. Занимаюсь я этим делом исключительно ради того, чтобы познать себя, что-то новое, как-то раскрыть свой потенциал и посмотреть, на что я вообще в принципе способен. Еще сегодня у меня пиво. Оно так чисто символически, потому что я когда приехал в Лондон, если вы впервые на канале, обязательно подпишитесь и посмотрите мои первые видео, потому что у меня такой градус позитива наполняется на моем канале и повышается, по сути, потому что я с таких более тяжелых историй, где меня обманули, где у меня действительно были жизненные проблемы, перехожу плавно к таким приятным вещам. У каждого был такой момент, когда вы понимаете, что иногда нужно сменить обстановку, чтобы понять, что действительно для вас важно. В этом видео я расскажу о том, как я решился на то, чтобы стать моделью или хотя бы попробовать себя в этом направлении. Все началось с того, что у меня были фотографии, которые сделала моя бывшая девушка, когда я состоял в отношениях. Я как-то не придавал этому значения, потому что в Словакии, где я находился в то время, нужно было очень много стараться. Ну, во-первых, нужно иметь рост для этого. У меня рост 178 сантиметров. Для модели это мало. Нужно где-то там, я не знаю, 180 и плюс. И я решился в Лондоне поискать какие-то группы в Фейсбуке, чтобы как-то, где-то же нужно начать. Вот. В агентство меня не примут, потому что у меня даже портфолио нет. Буквально 5-6 фотографий, какой-то там профильные портретные фотографии, какие-то мои, где я там позирую просто. И я это закинул со словами: «Всем привет, меня зовут Томаш, я хочу попробовать себя в роли модели». В мире фотографов, в мире моделинга есть такая штука крутая, которая называется TFP. То есть Trade for Prints. Вы делаете фотографии с фотографом бесплатно, он себе их оставляет, вам отдает там 10-15 отредактированных фотографий, то есть вы можете их использовать для себя, но права остаются у фотографа на эти фотографии, то есть он может их размещать куда угодно, продавать и так далее. Я вот наткнулся на видеоблогерши, которую зовут Ирина Вителару, и она рассказывала в своих сторис как действительно раскрепоститься перед фотографом, и что даже она заплатила за съемку, но не могла себя почувствовать свободно. Ваше здоровье. Этого понимания у меня не было. Для меня это было класс, со мной могут сделать фотосессию. Я никогда не задавался вопросом, а чувствую ли я себя раскрепощенно и свободно. То есть я просто вставал перед камерой и делал свою работу. Первая Натали, фотограф, я оставлю ее инстаграм в описании, она действительно раскрыла мой потенциал в том плане, что мы сделали с ней очень много качественных фотографий. У нее была идея, я как-то ее дополнил, и мы в ходе общения начали чувствовать друг друга. И мы уже я говорю, давай еще так, так. Она говорит, оп, у меня уже памяти нету. Я такой, что? Если вы чувствуете, что вам позволяет внешность, что вы привлекательны, вы чувствуете себя комфортно, вы должны любить себя. То есть это о том, как не смотреть на свою красоту, как на что-то, чем вы можете пользоваться. То есть передать какую-то конкретную эмоцию через фотографию. Как будто раскрыть свой потенциал, но и зарядить позитивом других людей. Чтобы эта фотография действительно передавала какой-то внутренний порыв силы и эмоций. Мне это нравится. И я никогда себя не считал моделью, и я никогда, честно вам сказать, не видел себя в этом, потому что для меня изначально модели казались просто, пустыми людьми, то есть они просто на обложке. Но когда я начал изучать этот вопрос, я понял, насколько это сложно, насколько эти люди должны чувствовать самих себя, у них должна быть какая-то миссия в жизни. Я написал в группу, скинул пару фоток, и мне навалилось, я не знаю, где-то 7 или 8 предложений, так сразу, что мы хотим с вами сделать фотосъемку. Если вы находитесь сейчас в Лондоне, я обязательно оставлю ссылки в описании на эти группы. Это видео будет изначально считаться как таким вступлением в мою серию видео, которых я посвящу теме моделинга. То есть, с какими людьми я познакомился, в каких проектах я участвовал. Конечно же, я не могу вам показать бэкстейдж, запрещается, логически какие-то вещи выкладывать, но то, что мне удалось запечатлеть, я обязательно расскажу, поделюсь. Мой путь сложился как-то
таким странным образом, я бы сказал. И вначале я делал бесплатно. После у меня появилась первая вот возможность заработать. Это был мой первый раз, когда я работал моделью и заработал денег. То есть тогда я заработал вроде 65 фунтов за 3 часа, плюс нам оплатили дорогу. И это был мой первый шанс, когда я вот познакомился и с актером, и с фотографами, и с владельцами брендов. В этой сфере работает столько креативных людей, которые могут вас чему-то научить, показать. Вот тот опыт, который вы собираете, вам его никто не даст, и вы ни в какой книге не прочтете об этом. Вот когда уже наступил этот момент, когда я чувствую, что я могу об этом поделиться, потому что я прошел путь, который, наверное, прошел каждый человек, который пытался чего-то достичь в этой жизни. И я не хочу сказать, что я куда-то пришел, потому что это маленькая капелька воды вообще с этого целого океана, который еще нужно переплыть. Я начал бесплатно делать свое портфолио, и, к счастью, такая функция и возможность в Англии есть. Плюс то, что здесь очень много фотографов, которые тоже начинают. Это помогает как бы развивать этот бизнес, приносить что-то новое, красивое, более профессиональное, потому что методом ошибок получается достичь какого-то гениального результата. Сегодня суббота, я снимался в четверг, 2 дня назад. Мне предоставили возможность сниматься в рекламе обуви британского бренда, который делает вручную обувь. Она настолько красивая. Я не представляю, как мне вот получилось настолько далеко зайти. Но это что же, я говорю, я нашел этот кастинг в группе, я никого не просил, у меня нету агентства. У меня есть только 1 или 2 агентства, чтобы я не врал. Но от них я получаю мало работы. И об этом тоже расскажу. Агентство, как оно работает. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. В инстаграме я пощу фотографии с каких-то фотошутов, то есть вы сможете наблюдать мою такую эволюцию. Это меня очень сильно впечатляет, что ко всем относятся вот здесь и фотографы, и другие модели, с которыми я работал. Все скромные, все, даже если у них уже действительно огромнейший опыт за спиной. И это не наигранно, это действительно видно. Это простые люди, которые открытые, добрые, и это тоже помогает при съемке, потому что если у вас вот такое напряжение, и фотограф показывает, что типа вы никто, то есть вы так и будете себя чувствовать. Это отношение, когда вот знаете, я же не топ-модель, я по сути только начинаю. Я имею в виду то, что это отношение людей, то есть фотографа к модели или модель, как относится другая, с которой я, например, там работал. Все люди, они настолько простые и такие, они располагают к тому, чтобы с ними сотрудничать, чтобы вы чувствовали себя комфортно. И это видно, что это не наигранно. То есть у них настолько вот открытая вот такая вот ментальность другая. Вам как-то тепло становится. Я стараюсь всегда вот максимум из себя выжимать. Важно быть пунктуальным, донести, даже сделать лучше, чем просит и фотограф, бренд, который ставит задачу, да, перед фотографом, потому что, ну, как бы все за все отвечают. Если кто-то платит деньги, никто не хочет потом потерять или сделать какую-то кампанию, которая никому вообще не будет нравиться, потому что, ну, реклама, я считаю, тоже такая специфическая штука, которую люди перематывают. Но чтобы сделать рекламу, которую не захотят перематывать, ее нужно сделать качественно. 3 шага, наверное, которые я хочу дать начинающим ребятам, которые хотят окунуться в эту сферу. Во-первых, будет очень сложно, потому что познание себя – это очень долгий и сложный процесс. То есть начинайте вот репетировать перед зеркалом, какие-то разные позы, вот познать свое лицо, как вы выглядите, вот язык тела, заняться спортом, чтобы выглядеть эстетично в кадре, чтобы не быть вот таким вот, да. Второй шаг – это не бояться пробовать. То есть искать, писать в группы, скидывать фотки, написать о себе что-то, да, сказать «я хочу начать». Не нужно это делать для того, чтобы просто расширить свое портфолио, типа там сделать какие-то фотки для Инстаграма и забить. Если вы действительно хотите и чувствуете, что оно ваше, занимайтесь этим, делайте. Но если вы хотите просто там типа для пафоса, чтобы закинуть в Инстаграм, этого делать не стоит, потому что вы только потеряете свое время, время фотографа. А третье – это познавать, развиваться, не бояться расширять свой кругозор вообще в принципе. Потому что работа модели заключается в том, это как будто актер
которые не разговаривают. Изучать всевозможные вопросы касаемо, как красиво выглядеть в кадре, как себя чувствовать раскрепощенно, почувствовать, быть расслабленным и представлять вот какие-то именно конкретные сцены в себя в голове, когда вас, вот, например, фотографируют или снимают видео, чтобы вы смогли, даже не имея опыта, показать это, чтобы это было натурально, эстетично, красиво. И чтобы вы смогли уменьшить работу и переживания фотографа. Одно еще мое такое замечание, которое я увидел, я даже был свидетелем такого случая, когда вот парень пришел такой большой, огромный, накачанный, типа он пришел в агентство на кастинг. Он там встал просто вот так, ровно как солдат, и стоит такой. Вот. Фотограф там начинает уже потом говорить, как там двигаться, а он как бы типа понимает, но и нет. К чему я веду? Вы должны улегчить работу фотографа. Он может что-то подправить, он может вам что-то подсказать. Он видит вас с другой стороны объектива, и он понимает, как лучше вам там, я не знаю, запозировать, улегчить работу фотографа. То есть это третье главное правило, оно все взаимосвязано. Если вы будете уметь чувствовать себя, вы сможете найти себя в роли моделинга и найти правильных фотографов и правильные проекты для себя. У вас получится и работать, и сотрудничать, и получить самый крутой и максимально полезный и для клиента, и для фотографа, и для вас результат, и еще и заработать. То есть, что может быть лучше? Это только такое введение. Будут периодически выходить ролики на данную тему. Я буду рассказывать вам какие-то истории, делиться историей от других людей, моделей, фотографов, и рассказывать вам интересную вот составляющую того, что собой вообще в принципе представляет работа фотографа, работа модели, что это вообще такое и с чем его едят. Еще раз подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм обязательно. До новых встреч, всех обнял.